Всем хай! С вами Алекс, и сегодня я бы хотел изучить вокал группы Bee Gees. Я буду опираться не только на фактах, которые нашел в интернете, но и высказывать свое мнение. Садитесь поудобнее, и мы начинаем. Для начала мы окунемся в детство Bee Gees. Это нужно для того, чтобы узнать, когда братья начали петь. Барри Гиб и двое его младших братьев-близнецов Робин и Моррис родились на небольшом острове Мэн в Дугласе, неподалеку от западного побережья Британия. Мальчики росли в музыкальной среде. Отец был руководителем собственного оркестра, а мать исполняла песни в стиле джаза. Отца звали Хью Гиб, а маму звали Барбара Гиб. Большой интерес к музыке у братьев стал проявляться в школьном возрасте. В 1954 году первый человек, который заметил у них талант, была мама. Однажды мама пришла домой и в соседней комнате услышала какие-то голоса. Она подумала, что это зазвучала радиопередача. В доме находился дедушка. Он сказал, что это вовсе не звучала радиопередача, звук издавался от детей. Мама зашла в спальню и увидела Барри, Морриса и Робина. Они сидели на кровати и пели песни. Барри тогда было 9 лет, а Моррису и Робину 6. Барри рассказывал, что, держа надетые жестяные банки на малярной кисти, он с братьями представлял как микрофон. Братья хоть не имели музыкального образования, но каким-то образом научились красиво петь вместе. Мое предположение, братья научились петь благодаря маме Барбаре, ведь мама была певицей и по-любому она знала технику пения. Я думаю, Барбара и дала братьям базовые знания. Кстати, мне удалось найти видео, как Барбара поет. Давайте послушаем. К сожалению, я не нашел запись, как пела Барбара в молодости, но по этой записи можно сделать такой вывод. Она в пении действительно разбиралась. Пение очень красивое и приятное на слух. Я думаю, благодаря тому, что она пела красиво, смогла научить и братьев. У Барбары, по мне, был тембр меццо-сопрано, так как джазовые музыканты, как, например, Барбара Страйзенд, Вера Лин, тоже обладали таким тембром. Теперь давайте перейдем к голосам группы Bee Gees. Барри и Робин по тембрам были тенорами. Они обладали головным и грудным звуком. Сильная сторона у них был фальцет. Барри мог исполнять шепотом, как в песне Ordinary Lives, а иногда извлекать такие красивые нотки, что напоминали не вибрато, а тремоло. Робби мог не только петь красиво, высоко, как Барри, но и низко. Кто знал Робина, говорили, что Робин мог бы быть оперной звездой, если бы он родился в 19 веке. Иногда его сравнивали с Карузо. Робин очень любил использовать вибрато. Его можно было услышать практически во всех песнях Bee Gees. Даже сольных у Робина. Моррис по тембру был баритоном. У Морриса не было ни сильного вокала, как у Барри, ни характерной манеры исполнения Робина, но он был более чем счастлив. Моррис был превосходным певцом гармонии и знал, где разместить третий, а во многих случаях и несколько слоев гармонии. Кто захочет, чтобы я проанализировал голос Энди Гиба, могу заснять на эту тему отдельный ролик. А теперь давайте перейдем к теме, как братья записывали свои голоса. Способ, который большинство вокалистов используют, заключается в том, чтобы записывать одну партию за раз и доводить ее до совершенства. После записи одной партии звукоинженер накладывает на него другие гармонии. Bee Gees редко использовали такой прием,
поэтому чаще всего выходили втроем в студию и пели в один микрофон. Bee Gees вместе решали, какими должны быть их гармония и настроение. Однажды Мари в интервью Sound on Sound рассказала, что хотела установить 3 разных наушника и 3 разных микрофона для братьев, но они сказали, что будут петь только в один микрофон, и вместо наушников будут использовать небольшой динамик, который будет рядом с ними. Братья пели вместе у одного микрофона, глядя друг на друга, и когда звукоинженер услышал, он понял, что такое хорошее пение. Даже с первого дубля они были идеально стройны в ритме. Карл Ричардсон, инженер, который начал работать с Bee Gees в 70-х годах, однажды сказал, что пытался записать их на отдельные микрофоны, но это никогда не получалось так, как Bee Gees хотели петь только в один микрофон. Bee Gees делали целых 40 или 50 дублей, чтобы убедиться, что все идеально в исполнении. Фирменные гармонии Bee Gees часто сопровождались богатыми оркестровыми или духовыми аранжировками. Хотя никто из братьев никогда не учился нотному чтению, это никогда не мешало им создавать пышные музыкальные миры. Карл Мерчен сказал, что Барри обычно пел свои инструментальные идеи, которые затем записывались и исполнялись другими музыкантами. Bee Gees не всегда идеально синхронизировались. Карл Мерчен помнит, у него с братьями были многочисленные разногласия, которые могли стать особенно ожесточенными. Not bad, but it sounds awful. Barry, can you add? Nice meter. I think it needs a lot more treble. Тем не менее, именно эти ссоры подтолкнули каждого из них к лучшим выступлениям. There you go. Fantastic. Very nice, very nice. Actually... Давайте перейдем к теме, как братья сочиняли музыку. Что касается написания песен, Мерчен сказал, что Bee Gees приходили в студию на марафинские сессии, где они настраивали простой барабанный ритм на драм-машине и часами обдумывали музыкальные идеи. Барри мог играть на гитаре, Моррис на клавишных, а Робин петь и придумывать мелодические или лирические идеи. Они записывали все на цифровые аудиокассеты. Каждая запись занимала пару часов. Всякий раз, когда возникала блестящая идея, они проигрывали пленку и анализировали эту идею, а затем развивали ее. Мерчен сказал, что один из его любимых моментов в студии с братьями был в конце долгой сессии по написанию песен. У них была одна идея, которую они пытались реализовать, но ничего не вышло. Они решили сделать небольшой перерыв, и Барри предложил вернуться к чертежной доске на следующее утро. Однако сначала он упомянул, что у него есть еще одна идея, которую, по его мнению, стоит реализовать. Он начал играть вступление к песне Immortality, сказал Мерчен. Моррис послушал и сыграл первый аккорд, а затем через 3,5 минуты они написали песню. У меня мурашки по коже были, когда рассказываю эту историю. Это было невероятно. Барри менял аккорды, и Моррис тут же оказывался там, как будто знал, куда идет Барри. Они слились воедино таким образом, как по времени, так и по интонации. Итак, то, как вы слышите исполнение Селин Дион сейчас, именно то, как братья это сделали той ночью. Давайте подведем итог. У братьев прекрасные голоса. Когда Bee Gees вместе исполняют музыку фальцетом, и не только, возникает ощущение, как будто они тебя исцеляют от всяких проблем
и разочарований в жизни. Под пение Bee Gees можно влюбляться, грустеть, радоваться и иногда представлять, что поешь музыку для девушки. Кому понравилось видео, поставьте лайк. Если вам интересна тема про Bee Gees, то напишите в комментарии, какое видео вы бы хотели увидеть на канале. А с вами был Алекс, всем удачи и пока!